ребята, с вами снова Кремлевская школа верховой езды и я, Юля. А меня зовут Петр. И в нашем пятом уроке мы расскажем об элементе езда стоя. Поехали! Элемент «езда стоя на седле» несет прикладное значение. Использование этого элемента во время непростых военных условий помогало казакам, например, сохранить сухими свою одежду и оружие во время пересечения неглубоких водоемов, что, согласитесь, было достаточно важно для того времени. Также известны случаи, когда враг пускался в бегство, едва увидев достаточно большое количество воинов, которые скакали в его направлении, стоя в седлах. Это носило скорее психологический эффект. И, конечно же, здесь стоит напомнить о том, что казаки были теми немногими воинами, которые относились к лошади не только как к средству передвижения, но и как к своим надежным боевым товарищам, порой доверяя ей свою жизнь. Следовательно, основой джигитовки является полное доверие между лошадью и всадником и их гармоничные отношения. Итак, начинаем с уже знакомого нам исходного положения. Далее совершаем хват двумя руками за переднюю луку казачьего седла. И затем одновременно опускаем наши плечи вперед, а стопы занимают положение на седле. Здесь нам следует немного задержаться и сказать о том, что существует два варианта выхода в этот элемент. Вариант первый – выход в элемент из непосредственно джигитовочной посадки, выполняя одновременный мах ногами. В этом случае очень важно поймать темп движения лошади. Вариант второй заключается в том, что мы отталкиваемся от стремян. И какой бы вариант вы ни выбрали, у вас всегда должно быть понимание того, что отработка базовой техники подразумевает последовательность и непрерывность изучения принципов движения, а также большое количество повторений каждого элемента. Многократное выполнение этих приемов развивает двигательные привычки и вырабатывает наиболее рациональные траектории движений, а также индивидуальные амплитуды движений, присущие каждому спортсмену и каждой лошади. Итак, после того, как наши стопы оказались на седле, в положении пятки вместе, носки чуть врозь, и мы уверены, что нам удобно в этом положении, встаем вверх. И здесь одним из самых важных моментов является сохранение баланса. И для этого мы ни в коем случае не заваливаем плечи вперед. Наши плечи должны находиться строго вертикально по отношению к земле. И повод вам в помощь! Помимо того, что мы стоим на седле, конечно же, мы должны понимать, в каком направлении мы движемся. И мало того, мы сами должны задавать это направление. И здесь первостепенную роль играет подготовка и работа с вашей лошадью. Повод всегда должен сохранять мягкий контакт с ней. И вот мы с вами стоим на седле, сохраняя контакт с лошадью, ноги амортизируют движение, плечи расслаблены, макушка тянется чуть назад и вверх, мы в элементе. Возврат в исходное положение происходит следующим образом. Слегка отталкиваясь, как будто совершаем едва заметный прыжок, с прямыми ногами возвращаемся в седло. Для наиболее мягкого приземления, что менее болезненно и для нас, и для нашей лошади, приходим в седло, замедляя падение нашего тела вниз путем плотного сведения ног. И это был пятый элемент, который мы с вами научились. Если у вас появились вопросы, мы с удовольствием на них ответим. Подписываемся на наш канал, чтобы не пропустить ничего интересного. Увидимся на следующей неделе. Пока-пока! Подписываемся на наш канал, чтобы не пропустить ничего интересного. Увидимся на следующей неделе.